Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – перетирают ли вам косточки и кто? Кто сплетничает о вас? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Сегодня мы будем гадать на двух колодах. На данной колоде и на данной колоде. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы находитесь. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если с вами не резонирует, ничего писать не нужно. Вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас думайте только о себе, расслабьтесь, и мы начинаем. Кто вы? Показывает человека очень работящий человек, но человек может иметь две профессии или еще дополнительный заработок или заработки. И сюда идет еще то, что как будто бы вам кто-то мешает или что-то мешает. Может быть, одна какая-то работа мешает или вас одна работа не удовлетворяет. Поэтому приходится, может быть, брать еще что-то дополнительно. Но также человек, которому свойственно учиться самому. Не обязательно иметь профессию, корочку, вы можете чему-то научиться или самоучка и использовать это в своей работе. Здесь человек на неком пути, в некой двойственной состоянии находится, то есть в чем-то или уйти, или остаться. Также человек каких-то находится, может быть, все по одному и тому же кругу ходит. Или же человек, который не видит выхода из чего-то, пока, знаете, такая замедленная ситуация, или все идет медленно, не быстро. Вам хочется побыстрее, возможно, вы над этим работаете или спешите. Может быть, даже, знаете, составляете какой-то план действий, но в то же время вас вообще показывает человека неспешного. Да, человек, который сосредоточен помаленечку, лучше помаленьку, но качественно, вот как-то так. Вы можете находиться в отношениях или в семье, где семья идет. И вы знаете, вы, наверное, самый главный тут добытчик или человек, который помимо домашних дел еще умудряется работать. Здесь, возможно, кто-то с раннего возраста уже работал, или вам не чужда работа. Вы не боитесь, у кого-то здесь ручная работа, или же работа, которая требует какой-то ответственности. Знаете, вы здесь в состоянии таком вычерпанном, когда из вас уже все соки выдавили. Человек уставший. Здесь человек не спит нормально, может даже аппетит плохой, или же что-то с едой связано, но, например, желудок может болеть, или же здесь могут быть, знаете, давление скачет. Также здесь кто-то реально заболел. Заболел, не заболел, а работать надо. Здесь просто как на самом деле и волосы, например, сыпятся, да, и просто вы чувствуете, что организм как будто бы рассыпается, надо восстанавливаться. Надо восстанавливаться. Здесь кто-то с вами что-то выясняет на данный момент, на сегодняшний день, или с вами кто-то не согласен, стоит в позе. Но вы вообще человек такой открытый к разговору. Подойди, скажи, да, я послушаю, мы предпримем что-то, можно с вами договориться, но человек здесь за вашей спиной, возможно, как-то поступает хитро или же пытается отстаивать то, в чем он не совсем уверен или прав. Вы знаете, вы все воспринимаете, человек там злится, а вам море по колено, ну и пусть злится, это его проблема. Но нет бы перейти к диалогу, да, человек не хочет перейти к диалогу, он будет в какой-то конфронтации стоять напротив вас, понимаете? Давай ругаться или давай выяснять, а вы же нет, вы готовы нормально поговорить.
нормально обсудить. Ну и вообще вы человек по себе такой. Мир, добро, да, то есть вы не хотите конфликтов, вы можете мирным путем все решить. Не хватает вам денежек, не хватает вам финансов. Вы сейчас, возможно, или в поиске их, или же вот на самом деле работаете, может быть, или на нескольких работах, даже дабы заработать побольше. Здесь вот могли быть какие-то траты или траты на то, что не нужно, в принципе, не главное было. Здесь человек как экономит или же откладывает. Я скажу, здесь двойственная вообще позиция стоит. Здесь 2 двойки, 2 десятки. То есть человек вроде как и начинает, но может быть и по пути бросает. Тоже может такое быть. Но вы сейчас на такой, знаете, позиции стоите, все же или от кого-то уходить, или работу нужно менять, но предпринимать какие-то действия нужно. Потому что вы понимаете, что, полагаясь на кресло, сидячее положение, ничего с места не сдвинется, вам нужно действовать. То есть человек может здесь брать кредиты или подумывать об этом, или же пытаться, может быть, взять в долг, дабы что-то закрыть, или наоборот восполнить. Также здесь человек ищет пути решения. Здесь может смотреть даже билеты на самолеты, на поезда, или же на недвижимость, на что-то. Что-то вы изучаете, может быть, рынок изучаете. Где лучше, где дешевле, или где мне будет лучше тоже. Также и работу можете искать, где вам будет лучше. Причем, вы знаете, вы хотите... Здесь такое идет, что вы хотите работу по душе. Работу, которая не будет требовать от себя надо-надо, а та, которую делаю с любовью. Или же вы хотите, здесь вот кто-то, может быть, хочет оторвать какой-то груз от себя, долги, избавиться от них и пойти во что-то новое. То есть человек здесь может подумывать, что когда закончится это, я начну что-то другое. Есть какие-то планы. Поверьте, время – золотой ресурс в наше время. Берегите его. И если это уже можно сделать сегодня, начинайте его прямо сейчас, а не откладывайте на завтра. Вы хотите чувств, вы хотите эмоций. Вам вот не хватает вот этого заряда, вам не хватает именно каких-то прикосновений, слов в свой адрес, приятных слов, а не выяснения чего-то и скандалов. Вам хочется, знаете, здесь может быть в какой-то степени, что вы ко всему можете относиться уже, пофиг, а кто-то нервничает и пытается вас вот спровоцировать именно на то состояние, вывести из себя, или кто-то около вас нервозен, да, а вы как удав спокойны. Вы знаете, вас вообще, если и вывести из себя, то это нужно постараться, а если постараться, то кому-то не повезет. Вот, и здесь вот что-то самое интересное, здесь ни мужских, ни женских позиций, да, здесь показывают больше то, что вас сейчас волнует, скорее всего. Потому что здесь такое показывают именно ситуации, которые вокруг вас и которые, возможно, раздражают вас или которые постоянно вы держите в голове. Вы хотите от этого избавиться. Здесь у человека может быть тоже двоякое мышление о чем-то. То есть двоякое видение, например, будущего. Как будет ваше будущее это? И вот оно двояко вам видно. Понимаете, может быть хорошо, а может быть плохо. Но если вы сомневаетесь, то лучше останьтесь там, где вы сейчас стоите, на той точке отсчета. Если вы все же сомневаетесь, но вы не боитесь, не есть это большой риск для вас, и у вас есть подушка безопасности, действуйте. Здесь карты вообще говорят, что вам на данный момент нужно это движение, необходимо. Потому что здесь кто-то или имеет сидячую работу,
или малоподвижности, да, у кого может, например, даже мерзнуть конечности. Всем тепло, а вам холодно. Да, здесь какая-то малоподвижность. Также здесь кому-то, может быть, реально бы заняться, может быть, даже этой норвежской ходьбой или какой скандинавской ходьбой, или же пробежками какими-то. Вот какую-то активиту сюда включить, потому что для вас именно вот это заседание совета директоров именно на кресле, оно, когда вы часто сидите, например, за компьютером или там в офисе, или на работе сижу, дома сижу, то тут, знаете, как камень преткновения, да, не дает разгуляться какой-то энергии. Соответственно, смотрите, когда человек двигается физически, да, у него в жизни начинают, как бы то ни было, не есть это ритуал, но по факту это так, что когда человек двигается, у него что-то в жизни происходит. Это и с точки зрения эзотерики, и с точки зрения физического мира. Возьмем так, да, что если вы будете двигаться, у вас будет что-то идти, что-то действовать, что-то работать. Вот даже я говорю, когда вы произносите аффирмации, например, вы должны при этом действовать, ходить, двигаться, бежать. Лучше ходить. Если вы не на улице, вы дома произносите, вы можете по комнате ходить туда-сюда и произносить аффирмации. Также, если вы производите визуализацию, то это состояние спокойствия, когда вы лежите, закрываете глаза и визуализируете свое желание, например, да, или какую-либо аффирмацию, представляете ее. То есть здесь не обязательно движение, но то есть две практики, да, если примете положение движения именно, то это тоже очень положительно влияет. Вот, а если вы лежите, то визуализируйте. Но вот человек, знаете, здесь на месте стоять не будет. Здесь будет какое-то движение, причем здесь показывают, знаете, как график вверх, или же человек получит что-то для себя, человеку подскажут что-то, да, и так далее. Так, сейчас вот на данный момент, может быть, вы этого не прозреваете, состояние повешенного, состояние жертвы. Состояние жертвы может быть и по болезни, человек болеет, или же состояние жертвы может быть, что есть какие-то энергетические нападения в вашу сторону, будь то со стороны близких, например, или со стороны окружающих, социума. Так, давайте смотреть же дальше. Но вообще вас показывает человек, который предприимчив, который всегда находит какие-то решения. И может быть сейчас именно какая-то пауза, или вы выдерживаете какую-то паузу, которая не дает каких-то решений или не дает подсказок вам вообще, как действовать. Но будем смотреть дальше все же, что интересного по карте нам покажут. И посмотрим, кто же перетирает о вас косточки, кто сплетничает о вас. Сейчас думайте только о себе, никого не загадывайте. Только о себе. Так. На вас тут злятся уже. Без 5 минут уже пишут карты нам, что злятся. Очень злятся, скрываются, боятся. Здесь выходит женщина. И вы знаете, и вы на нее тоже, вы ей тоже не очень-то рады. Но здесь вот какое-то столкновение двух похожих сил. У вас, возможно, похожие энергетики. Также здесь идет в ваш адрес какая-то конкуренция. Пытаются с вами бороться в чем-то или превысить вас в чем-то, обогнать вас, опередить, дабы быть выше, нежели вы.
Но в то же время присутствует у этого человека страх. В этой ситуации улыбайтесь и молчите. Не договаривайте, говорите короткими фразами, недофразами, так скажем, не договаривая фразы. Причем здесь, знаете, вступается за вас мужчина. Здесь может быть даже разговор за вашей спиной, когда женщина ругается на вас, злится, пытается на вас накинуть какие-то ярлыки. Вот здесь такое прям, знаете, у нее же внутри содрогает, потому что в то же время присутствует страх. Но какой-то мужчина, с которым она, который это слушает, да, с которым она ведет, может, диалог, слушает, он имеет вашу позицию, он вас защищает. В то же время о вас информация полностью этой женщине недоступна. Но здесь больше не перетирают косточки, а именно идут такие серьезные нападки со стороны этой женщины про вас. Какая вы, такая сякая. Здесь идет какая-то конкуренция. Кто кого обгонит, сразу говорю. Она хочет именно вышибить вас. Что-то она считает. Или по каким-то, у меня идет слово счет, подсчет. Что-то она высчитывает. Может, вашу зарплату или сколько количество часов вы там проработали. Здесь идет подсчет. Что-то она считает. И здесь мужчина защищает ваши интересы. Причем мужчина главнее этой женщины или мужчина имеет какой-то авторитет, власть над этой женщиной. Это может быть начальник. И доносит кто-то, да, вот эта женщина. Или же это может быть, например, ваш мужчина, которому про вас жалуются, но он отстаивает вас. Так, сейчас мы еще достанем карты другой колоды, дополним это содержимое. Здесь связано с финансами. Не зря сюда слово выходит счет. Здесь женщина взвешивает, кому больше, вам или ей. Здесь выходит женщина, может быть, старше возраста. Также здесь показывает, что вы с ней с чем-то равны или сильны в чем-то одинаково. Или же у вас что-то одинаково есть, но ей хочется больше. Вы знаете, она хочет руководить процессом, она не хочет, чтобы вам что-то досталось. Здесь не только она мужчине жалуется, здесь жалуется она и своему кругу. Но этот круг вам не знаком. Это, знаете, они вас знают, так знают, как сказать, она рассказывала о вас, но вы их, этих людей, не знаете. И она жалуется о том, что вы получаете больше, вам достается лучше, или у вас лучше место, или у вас лучший этаж. Но здесь именно какой-то подсчет идет. Или у вас дороже что-то. Сказывают материальные деньги. Следит за вами. Опять-таки еще раз скажу, следит и подсчитывает. Она неспокойна. Ее раздирает. И вот если вы перед ней чем-то, в чем-то крутитесь новом или что-то приобрели, вы знаете, именно невидимо, помните, что да, эта женщина съедает вас взглядом. Но вы можете заметить ее лицо, оно недовольно. Она и не улыбается, она и не ехидничает, она просто недовольна. Может быть, вы понимаете, о ком идет речь, и понимаете, кто ваш враг, понимаете? Вы еще больше получите денег или финансов. Или вы получите то, что вы ожидали, крупное. Но это
женщину собьет с толка. Да, здесь женщина вот внутри просто бесится, внутри погибает. Когда вы что-то получаете, а вы получите, вы еще что-то получите через мужчину. Через мужчину, или здесь мужские энергии, деньги идут. Также здесь у кого-то может быть даже повышение, или лучшее предложение, лучшее место, лучшая работа и так далее. Но ее это очень сильно подкосит, именно подкосит. Психоэмоциональный какой-то срыв. Здесь идет и в помощь алкоголь или какие-то снотворные, да, чтобы спать лучше. Нервничают очень. Видите, как люди нервничают из-за денег. Готовы глотку перегрызть. Вот это та дама, которая готова перегрызть глотку. Даже из-за зависти. Она готова То есть человек, знаете, здесь низкие вибрации идут у этой женщины. Человек не понимает, что делает. Не хочу здесь так утрировать, но здесь прям показывает «гори в огне» или «в огню». То есть, знаете, когда вы что-то получите, эта женщина может или заявлять «гори в огне», может быть, вы это услышите, или да, чтобы да, что-то не получилось, или, может быть, вы услышите фразу и сразу поймете, кто этот человек. Или вот человек даст о себе знать, выкрикнет, понимаете, душа прокричится его. Все-таки душа внутри кричит, но это выкрикнется вслух. Услышите вы какие-то нелицеприятные вещи от этой женщины наяву. Так, не выдержит ее молчание или ее зависть. А будет ли она что-то делать? Навряд ли она будет продолжать там, где она есть, находиться, но внутренняя обида будет ее съедать. Причем, вы знаете, она могла бы спокойно добиться и лучшего, продолжая действовать, работать, да, в том направлении, в котором она есть, спокойно, никого не выталкивая. Но нет же, здесь берет в руки зависть. То есть человеком обладает очень сильно зависть. У нее внутри печет и болит что-то. А может и печень. Может и сердце. Так, давайте посмотрим еще. Перетирают ли вам косточки и кто? Перетирают ли вам косточки и кто? Ну, коллективчик. О ваших деньгах, о ваших заработках. О вашем каком-то, вот знаете, что вам наплевать. Вы улыбаетесь, вам хорошо. Притом здесь вот кажется, что с вами еще кто-то делится или помогает вам в осуществлении чего-то. Помогает вам в карьере, в деньгах, или же обеспечивает вас еще кто-то. Но здесь, знаете, я бы сказала, ничего агрессивного нет. Здесь вот подсмеиваются, подслушивают и говорят. Чего-то такого пока острого мы не видим, но вы разжигаете в людях большой интерес касаемо денег, финансов. Они что-то за вами замечают, или вы что-то, может быть, приобрели себе и так далее. Тут вопрос, откуда, почему, вот людям интересно. Здесь общество, здесь два человека могут быть. Ну, здесь может и три быть, третий такой, знаете, более нейтральный. Вот два человека об этом точно, да. Здесь считают
Опять-таки, ваши деньги, вашего семейного бюджета, кармана. Люди прослеживают вас где-то. Также очень детально рассматривают вас, откуда у нее это. Но вы знаете, что самое интересное? Вы этих людей не видите. Или же это может быть коллектив с работы, но вы их не замечаете. Или вообще вы этих людей не знаете. Но они замечают вас. И здесь показывают, что нет, да, вы с этими людьми вообще или наотрез отказываетесь общаться, или вообще не общаетесь. Но они держат над вами свечу. И вот, знаете, считают, что вам возможности в руки даются очень легко, нежели им. Им приходится что-то вытягивать с какой-то сложностью или тащить на себе, или тянуть. А вам же все достается с легкостью, с легкой руки. Также здесь кто-то может думать, что вы фальшивите, играете. То есть, например, отлучаетесь раньше с работы, или вот вам какие-то поблажки делаются. Да? То есть вы пребываете в таком, что вам какая-то рука помогает еще дополнительно. Не только это вы делаете сами. Притом у людей здесь разогревается к вашей личной жизни тоже интерес, не только к деньгам. Здесь состояние именно вашей семьи. Кто у вас муж, чем он занимается, а чем занимаются дети, где они учатся. И вот знаете, как уже моя семья. Всем интересно знать, что у вас за занавесами вашей семьи. Ну, потому что они хотят знать точную правду о вас, откуда у вас это. Или приобретение, или деньги. Откуда? Вы скажете, что вы поехали отдыхать, все удивляются. На что? Или как это можно? Считают, что вам вообще везет очень сильно по фортуне. Фартовая вы, возможности у вас всегда какие-то есть. Вы не испытываете никаких трудностей. Также здесь кому-то из них что-то задерживают или не дают. Да? А у кого-то может быть, что кому-то кто-то должен деньги из этой компании, но человек ждет, в ожидании находится. В принципе, здесь есть, знаете, что я бы сказала, какие-то подколы, слежение за вами вот из-за какого-то интереса. Из-за интереса. Ну и вы для них немного, вот как они считают, она нам не ровень, да, не подходит нам. По общению, может быть, вы не сходитесь с ними или какими-то интересами. Но я вижу, что вы отстранены в стороне, вы занимаетесь работой, делами, деньгами. А эти люди именно обсуждают вас. И, скорее всего, это женский коллектив. Так, и еще что у нас видят карты? Перетирают ли вам косточки и кто? Но мимо вас пройти сложно. Вас обязательно обсудят. Вы оставите какой-то за собой шлейф, след. То есть вы вставите слово. Также здесь могут задевать вашу внешность. То, что вы очень красивы. Здесь пора, вот сразу скажу, мужчины к вам с преклоном, да, то есть кланяются, а женщины вас ненавидят. Вот если смотрит женщина, вы для женщины являетесь соперницей. Или вы являетесь для них даже в большей степени, наверное, слово подойдет, конкуренткой. Потому что у вас козыри в руках, вы выглядите лучше. Например, лучше них. Или у вас все самое лучшее.
даже вплоть до парфюма. То есть вы изящны, красивые, и здесь показывают, что вы заботитесь о себе, любите себя. Реснички, там губки, да, там волосы, все вот вы-то ухаживаете, ноготочки, но из этого есть опять-таки некая зависть. Но опять-таки здесь может еще идти женщина, которая смотрит на вас и боится, знаете, близко вас подпускать, потому что вы являетесь для нее конкуренткой, что вы можете, как она говорит, зыркнуть, да, на ее что-то или кого-то. Не каждая женщина, именно давайте возьмем слабая женщина, удостоилась бы именно с низкой самооценкой с вами познакомиться. Потому что вы для нее будете как кость в горле. Да, здесь почему-то идет, что общество, скорее всего, даже незнакомые женщины могут обращать на вас внимание. И вот есть у вас что-то, какая-то внешняя красота, которая мужчин сводит с ума или нравится мужчинам. А вот для женщин вы являетесь именно костью в горле. Но женщины закрываются, женщины шепчутся или, знаете, держат в себе информацию, но боятся вас. Вас уже много кто тут боится, потому что вашей красоты боятся, вашего внешнего вида. Могут вас называть вот даже здесь экстравагантной или яркой, да, она ярко одевается, или, например, вы не оденете там какую-нибудь черненькую шубку, вы оденете розовую, например. Да, ну что-то вы именно здесь может выглядеть ярким, что лакает к вам внимание. А вот они не хотят, чтобы, например, муж посмотрел на такую, как вы, или там познакомиться с мужем, вернее, познакомить с мужем, да, или если вы придете в гости, то желательно бы быть дома одной, например. Но вот как-то так, или встретиться где-то там на краю, да, чтобы, ну, муж не заметил, а то еще поведется. С одной стороны, в принципе, общение с вами есть, да, может быть, оно довольно-таки, почему-то слово идет практичное, не задушевное, а практичное. То есть, значит, кто-то, кто вас слушает, скорее всего, вы, может быть, даете какие-нибудь интересные рекомендации, советы или лайфхаки, или что-то еще, да, вот вас слушают. Тут идет слово практичность. Из-за этого могут общаться. Но что касаемо вас как подруги, то если бы, например, я была одна, я бы с ней общалась. Но так как я с мужем, не надо. От греха подальше. Вот как-то так берегут. Но что самое интересное, беречь-то пусть берегут. Есть же и другие женщины, еще помимо вас, красивые, да, которые тоже могут береги, не береги. Вот. Здесь нужно, по-моему, работу проводить над собой, а не над мужем. Беречь его, как там ослика в этом на пастбище или где там, в общем, закрыть его, чтобы он никуда не убежал за какой-нибудь морковкой. Но здесь обсуждение, вот вы прошли, я и говорю, что сразу какой-то вот сразу, а вот кто это, а посмотрите на нее. Здесь также показывают о том, что для кого-то вы в какой-то степени, знаете, вот ресурс, в плане того, что вы кому-то помогли в чем-то, найти себя, например, или помогли найти работу подходящую, подсказали в чем-то человеку, и это сработало. Ну, вообще здесь показывают очень много в вас практичности есть, но в то же время вы можете, вы знаете, как здесь говорят, что вы работаете, например, уборщицей, а выглядите, да, очень люксово. Или же она работает просто обычной продавщицей, но выглядит, как будто она директор магазина.
Вот как такое сравнение идет, как будто бы ваша работа, она в некой степени вашей внешности не подходит. Вы выглядите намного лучше этой работы. Или вот она сидит дома, а вот она скрывает свою красоту. С одной стороны, да, здесь в какой-то степени есть нейтральная, давайте так назовем, оценка вас. Не то чтобы, но это обсуждение, да, это оценка, это обсуждение, что вы вот сидите дома, а могли бы выходить и показывать свою внешность или проецировать себя где-то, может быть, на интернете стать, да, там популярной, блогером каким-то или еще. То есть не как сказать вам, вот то, что вы имеете, вы это не используете. Вот так вот. Так говорят они. Что у нас еще здесь? Да нет, почему? С вами приятно пообщаться. Да, здесь в тех картах мы этого... Первое, что увидели, это практичность. С вами очень интересно поговорить о чем-то таком практичном. Вы всегда дадите совет. Но помимо этого, здесь карты говорят о том, что вы очень душевная. И здесь вы бываете иногда как ребенок, например, или капризно в чем-то, или же, да, смеетесь как дитё, то есть шутки у вас могут быть такие наивные, но опять-таки приятные. Здесь люди не... Вот как раз-таки, если мы говорим об этом круге, кто о вас говорит, ничего такого уж нейтрально. Знаете, нейтрально. У людей есть глаза, если вы тем более яркая, внешне, да, в любом случае люди обсудят вас, но в то же время вас боятся. Вы женщина такая, вот, как сказать, вы и совет дадите, и с вами в какой-то степени даже весело, но держать вас нужно на расстоянии. Потому что, давайте назовем так, что тот, кто об этом говорит, что держать вас на расстоянии, имеет низкую самооценку. Вы родились под счастливой звездой. Умеете за себя постоять. Люди это знают. Люди знают, что вы можете ответить. Но вас лучше не стоит трогать, потому что здесь какую-то женщину именно наказала. Она, знаете, на себе почувствовала, что это вот за вас прилетело. Может быть, пожелала что-то, не получается. И обернулась против. Но или же вы ответили ей как-то. Вы знаете, один и тот же человек здесь может говорить, вот с одной стороны я ее уважаю, с другой стороны она вызывает вот какое-то у меня опасение. Почему это вас так все боятся? Я в каждую кучку открываю, здесь везде у всех страх. Реально люди что-то чувствуют, что может, вот знаете, не то чтобы вы что-то сделаете им, а вот им что-то прилетает. Не, стоит на вас не только, да, как-то плохо, например, подумать, и все. И сразу же пошла и споткнулась, да, еще и ударилась, например, или вывихнула руку. И вот человек сразу же понимает, что это от вас. И вас побаиваются. Они, да, вот как-то, когда даже говорят, но здесь в чем-то запинаются. Может быть, сразу же вспоминают о том, что что-то прилетело от нее в прошлый раз, и сейчас опять. Да, и даже вот не хочется заводить об этом речь снова.
Знаете, у вас внешность-то, да, хорошенькая, смотрите, красивенькая, заглядываются люди, но у вас есть и правда какая-то внутренняя сила, причем здесь от предков какая-то сила, ключик вы несете, мужчина, то есть из предков мужчина, да, на вашей стороне защитник. И, скорее всего, он-то и посылает. То есть мою девочку не трогать. И, скорее всего, вот и приходит вот это вот наказание. Но люди-то не понимают там от дедушки, от бабушки или от кого там прилетело. Люди понимают, что вы какая-то не с мира сего. Да, ведьма. Здесь вот чувствуется, вот оккультизмом пахнет в воздухе, потому что люди чувствуют что-то такого оккультного, невидимого. И понимают, что это вы. Такая тихая, милая, спокойная, но боятся, страшно боятся. Кстати, здесь кто-то о вас, именно из женщин, крутит постоянно какие-то мысли. И вот так же, как бывает, думают о мужчинах, и вот эта женщина, да, вот так вот думает о вас. Или же вы, скорее всего, может быть, часто пересекаетесь, но в то же время женщина, да, как прослеживает вас. И берет все вот эти вот свои детективные какие-то уловки, или же то, что она заметила, например, в течение дня, и делает выводы. Здесь она что-то чувствует от вас. Притом никто бы не подозревал, да, конечно, что стоит за вами род. Или вы, может быть, обращаетесь за помощью, кто-то здесь сделал защиту. Но мгновенно приходит что-то, прилетает. Да, стоит только нож поднять, от него и погибаешь. Но здесь, знаете, вот как рука какая-то веет в воздухе, чужая. Как чужая? Для вас она не чужая, она родовая. Как снимает. Знаете, как рейки вот это вот снимают. И вот здесь вот то же самое. Может быть, даже, да, кто-то по роду занимался рейками, но здесь вот прям рука. И поэтому это сразу моментально приходит. Да, но смотрите, тут идет несправедливость, да, давайте так берем. Если к вам кто-то несправедливо отнесся, да, вас уберегает. Если по справедливости, да, что-то, в чем-то вы виноваты, да, здесь вы можете ощущать на себе боль какую-то или что-то неприятное. Опять-таки, здесь обижали или обижают. Но это все происходит из-за зависти. Очень много зависти. Мы живем в материальном мире. И вот понимаете, все, что материальное, есть предмет вожделения практически каждого. Не всех, но каждого. И поэтому особенно низкие вибрации на материальное очень будут падкими. И вот знаете, как я говорила, что горло перегрызут, да, готовы горло перегрызть ради чего-то материального. Причем, что самое интересное, это материальное когда-то будет таким гнилым, таким пустым и ненужным. И стоило ли это ради чего? Да, завидовать, делать пакости, перегрызать кому-то глотку, идти по головам и так далее. Ради чего? Это же потом все стареет, изнашивается, лежит в антиквариатах, покрывается пылью, продается, да, и никому оно не надо. Так, что мы еще? Вот только перетирают ли косточки, злится, боится. Кто? Влюбленный человек. А чего ж ты обижен на вас? Обиду. Держит какую-то обиду.
И, знаете, человек получил по голове. Человек получил по голове, и человек боится к вам подойти. В то же время я вижу вину. Чувствуется вина. В вашу сторону, да, он чувствует себя виноватым. Смотрите, 4, 2. Может, он рожден 4 или 2 числа. Человек бы что-то хотел завершить мирным путем, но все же человек понимает, что он злится, и он считает, что вы злитесь. Также здесь что-то есть опять, не договорили оба два. Человек бы хотел бы какого-то компромисса или на чем-то разойтись спокойно. И в чем-то, вот знаете, прояснить ситуацию, дабы разойтись уже с миром каким-то. Расставить все точки над «и», может быть, даже в чем-то помириться. Признаваться он ни в чем не хочет, в чем был виноват. Но он хочет эту ситуацию как-то сгладить, чтобы вы успокоились, и ему было хорошо. Но признаваться в том, что он виноват, он не хочет. А здесь был треугольник. Здесь была измена. И если вы понимаете, о ком идет речь, вот я даю именно такие ниточки, как треугольник, измена, буханки, пьянки, да, или какие-то именно третьи лица влазят в ваши отношения. Человек очень зол. Причем, знаете, он и сам виноват, и он вас в чем-то обвиняет. И это, кстати, такой тип. И я бы опять сюда приплела нарцисса. Как ни крути. Потому что это именно только тот тип, который будет и правда виноват, но он никогда этого не осознает вслух. Он будет обвинять свою жертву в том, что как ты посмела со мной так, или обвинить меня в этом, хотя он понимает, что он изменил, он виноват. Ну как здесь не нарцисс? То есть не я же зову его сюда, да, вот, это, как этого человека назвать? Нарцисс? Абьюз? Знаете, человек считает, что вы вот оставили его или ушли от него, не заслужил он этого. Здесь нужно было вот как-то сесть и разобраться. Хотя в чем разбираться? Сейчас он в какой-то ситуации, он чувствует какой-то долг, но признаний он не хочет. Вот признаваться в том, что в чем-то виноват. Но он чувствует долг, что в чем-то он виноват. Самое интересное, прям мы по закрытому какому-то кругу ходим. Я чувствую, что я виноват, но я не хочу признаваться в этом, но ты меня должна простить. Или ты меня должна понять, как мне больно, например. И мне приходится, да, еще к тому же с кем-то, извините, где-то искать отношения, хотя могли бы мы построить, например, пару, но мне приходится еще с кем-то общаться, ни с кем у меня не получается, и ты вот виновата. Еще ты ушла, да, ушла в новую жизнь. Или во что-то новое, или кому-то другому. Но ты меня оставила. Это, я даже не знаю, как можно этого человека еще назвать хуже, но здоров ли он вообще с головой? Потому что информация идет вообще совершенно... То есть, да, именно того человека, которого мы сегодня назвали, абьюзер, нарцисс и все подобающее к этому. Но здесь какая-то нелогичность именно его прозрения. Он ждет, когда вы придете. Вы придете. Первое, он ждет. Но он не зовет, он ждет.
или выжидает подходящего момента. А что самое интересное, человек будет ждать, но потом, не дождавшись, он начнет что-то делать, действовать. Или как-то давать о себе знать. Это мы сейчас дальше посмотрим. Давайте достанем другие карты. Но он хочет расставить какие-то приоритеты. Или вы с ним строите серьезные отношения, или до свидания. Он будет вести, да, этот разговор. Или отношения, или уходи. Человек хочет семью, но я сразу скажу, что если вы понимаете, о ком идет речь, здесь вообще, вы понимаете, кто этот человек. Я думаю, вы все понимаете. Или большой процент, кто здесь на раскладе, понимает, кто это. Здесь, во-первых, вы не подпустите. Во-вторых, здесь прощения нет. Здесь просто нужно ставить жирную точку, и все. Человек болен. Здесь психически болен. Я и говорю, с головой что-то не в порядке у человека. Потому что это неадекватное мышление, это неадекватное желание. И человек, понимаете, здесь присутствует такая гордость. Посмотри на меня, какой я герой, ничего не делая. Понимаете, тут какой-то психоз. Но если она не придет, я срываюсь, да, и лечу к ней на всех парах, дабы еще дать ей понять, ты со мной или до свидания. То есть самооценка завышена аж до неба. А вы выбираете деньги. Вы выбираете деньги, какую-то вот, знаете, почву под ногами, серьезные отношения. То есть вам вот этот вот психоз не нужен. Вы не будете вестись на это. Вы, возможно, даже и не будете, знаете, как-то реагировать. Вы знаете, о ком идет речь, или знаете этого человека уже от А до Z, да, полностью. Вы не будете как-то вестись на его какие-то провокации или на его подарочки, хотя навряд ли там подарочки там стояло именно. Да, человек вот будет все выражать в таком тоне, как будто бы он еще над вами какой-то хозяин. Хотя ни у кого нет ни над кем хозяина, но нарциссы считают, что если это моя женщина, все, я ее хозяин. Вот как собака, она как собака, а я вот как хозяин. Вот. А вам это не надо. Да, вам психику свою беречь нужно. Вам нужно заботиться о себе, о собственном здоровье, тем более по здоровью сейчас нехорошо. Здесь нужно или профилактические какие-то меры проводить, или даже, я бы сказала, если вы и были недавно с этим человеком, то после такого человека еще бы подлечить, знаете, себя вот медитациями, чем-то успокоиться, просто привести свой баланс психологически в норму вообще. Вот знаете, психологически ненормальный человек, когда в отношениях со здоровым человеком, он того человека то же самое делает психически ненормальным. Человек начинает заблуждаться, блудить и думать, все ли я правильно делаю, так-то ли я сделала, а то ему что-то не нравится. И, понимаете, начинает уподобляться этому человеку и сам реально превращаться в психологически ненормального человека. Поэтому от таких людей, от таких отношений нужно бежать. Когда вы чувствуете подозрение на что-то, что что-то здесь не так, уже сразу нужно обрывать на ходу отношения, потому что дальше это будет только усугубляться. Понимаете, что всегда любые отношения начинаются с меда, да, а в середине уже проверяются, тот ли еще мед. Если уже мед скис или что с ним там произошло, покрылся плесенью, то уже все. Просто уже на начальном этапе видны манеры, поведение психологически ненормального человека. И это уже сразу нужно просто обрывать.
У меня аж карта вылетела. Сейчас поднимем. Здесь, кстати, на кого-то поднимали руку или унижали, морально унижали. Но здесь большой процент проиграется, что этот человек кого-то ударял. То есть он мог вам или душевно делать больно, или физически. Знаете, человек склонен к каким-то таким психологическим атакам. Причем, может быть, все чаще, 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 как будто бы у него усугубляется. Со временем усугубляется. Человек, вот не хочу говорить, но, знаете, закончит свою жизнь трагично. Очень трагично. Здесь что-то тяжелое может быть. Что тяжелое? Что угодно может быть тяжелое. Я не буду дальше говорить, что угодно может быть тяжелое. Но закончит трагично. Или тяжело будет уходить. Может быть, мучаясь. Ну, правильно говорю, от такого человека, если он придет, нужно будет вам просто бежать или не реагировать. Может быть, даже и правда человека заблокировать. Просто игнорировать. 0. Понимаете, 0. Или вести себя как дурочка. Тоже хороший прием. Как дурочка. Но такие люди, как нарциссы, когда вот чувствуют какой-то человек включает дурака, во-первых, они безоружны, во-вторых, да, конечно же, они кому-то могут проецировать, что она сумасшедшая, посмотреть, что она пишет, что она сказала. Самое лучшее – это просто вообще уйти в тину, молчать, не реагировать на этого человека. А здесь что-то, и правда, здесь еще, смотрите, Луна, псих человека, что-то именно нарушено с его сознанием полностью. Так, давайте еще посмотрим. Последнюю достанем. Что еще у вас говорят, сплетничают? О чем перетирают косточки? О том, что вы очень сильно поменялись, помудрели. Много что осознали. Знаете, для вас это в плюс. Вот ваше изменение вас сделало намного лучше. Или же вам это идет? Как вы изменились? Очень поумнели. Знаете, какая вы были раньше и какой вас знают уже сейчас, это два разных человека совершенно. Человек очень мудрый, глубокий. Человек, кстати, еще который чему-то научит. Вот такая вы. Печалитесь много. Почему вы расстраиваетесь? Вы здесь, смотрите, императрица выходите. Вы должны радоваться каждой мелочи своей жизни. Люди считают, что, кстати, у вас много есть, много талантов, например, или хорошая работа. Ну, что-то есть при вас, чтобы они бы тоже хотели. И вам бы этому радоваться. Вам бы на самом деле на это обратить внимание и порадоваться, потому что не каждому дано то, что дано вам. Вот так хочется сюда сказать. Да, вы очень приятный. Но здесь положительно идет оценка. Здесь кто-то из семьи о вас говорит. Ну, за вас очень рады, и вы очень сильно на самом деле изменились. Морально особенно. Скорее всего, я думаю, опять-таки это отношения повлияли на вас. Все не случается зря, все делается не просто так. И случайности, скорее, в вашей жизни не случайные. Да, вас из семьи обсуждают и о вас говорят. Также могут говорить о том, что вы очень хорошая мама, заботливая мама. То, что здесь правильные ведете, например, обучение своих детей. Или же вы правильно стараетесь о детях. Ну вот какой-то, да,
Хорошая мама, хорошая хозяйка, заботливая, домашняя. Знаете, здесь человек, который имеет оптимизм. Здесь очень положительные, все карты положительные. Ни одной карты я не увидела отрицательной. Вас хвалят. Скорее всего, даже здесь могут в кругу семьи хвалить. Или из круга семьи кто-то может кому-то, например, своей подруге нахваливать вас. То, что вы успешная еще женщина, давайте этого не забывать. Императрица. Вы успешная. Знаете, она заслуживает хорошего мужика, говорят. Но ей не нужно, знаете, опускаться до уровня ревности, ревновать. Может быть, вы ревнуете, и кто-то замечал. Вам не нужно мужчин ревновать. Мужчина не собственность. И чем меньше женщина ревнует мужчину, тем выше в его глазах она кажется. И когда она такая, он смотрит только на нее. Когда женщина уподобляется именно вот этому вот беганию за ним, лазанию в его телефоне, она тем самым, знаете, дает об себя вытирать ноги. И мужчине еще больше хочется изменять. Да, то, что вы очень устали. Или то, что вас вымотал какой-то мужик, добил в этой жизни. То есть не то, что вы добил, а высосал с вас всю кровь. То есть о ваших отношениях идет речь. Обсуждаются ваши отношения в кругу вашей семьи или ваших близких и родных. У вас, кстати, идет мужчина для чувств. Или уже есть, или идет. Вам по поводу того мужика вообще не стоит его вообще подпускать. Здесь идет мужчина, у которого миссия какая-то. Непростая миссия на Земле. И человек, вы знаете, с вами будет совершена какая-то миссия. Или закроет какую-то миссию на Земле. Вот по роду ему миссия. Человек для любви, для чувств. Смотрите, 2 раза вышел. Да, кубковый. Для любви, для чувств. Откроем колоду «Оракул судьбы», сделаем 3 позиции. Выберите одну позицию из 3, и мы начинаем. Все зависит от тебя. Не бойся трудностей. Тебя ждет новый этап в жизни. Не делай поспешных выводов. Кто выбрал 2 позицию? Решай проблемы по мере их поступления. Найди компромисс. Не принимай все близко к сердцу. Не сравнивай себя с другими. Кто выбрал 3 позицию? Чем раньше, тем лучше. Не слушай никого, слушай свое сердце. Пересмотри свои приоритеты. Не заботься, что думают другие. Откроем колоду палитру аффирмаций для вас. Для активации одну или несколько аффирмаций вы можете прописать в комментариях под видео или на листе бумаги от руки. Ко мне спешат благоприятные перемены. Я магнит для изобилия и роскоши. Я интересую достойных мужчин. Моя кожа очищается, разглаживается, омолаживается. Удача всегда со мной. Я осознаю и ощущаю свою силу. Можете поставить на паузу и сделать скриншот.